мы много говорим о воспитании детей. Все чаще и чаще я думаю о том, почему так много неприятного происходит в поведении людей. Не только дети и подростки порой ведут себя неадекватно. Очень часто взрослые люди совершают безумные поступки. Человек не контролирует свои эмоции и действия. Поэтому происходит то, что нельзя назвать поведением здравомыслящего человека. Что происходит? Безжалостное отношение к природе, животным, друг к другу, даже в семьях к родным и близким людям. Страшно слушать новости. Кругом так много зла. Что же, добрых людей осталось совсем мало? Многие в любой ситуации ищут негатив. Почему отрицательные эмоции побеждают здравый смысл? Что происходит с людьми? Но надо помнить, бумеранг существует. Сделанное тобой тебе же и вернется. Наверное, пора задуматься над этим. В школе в начальных классах в программе по литературному чтению много полезных текстов про жизнь, по которым проводятся беседы. Было бы очень хорошо, если бы и в семьях больше читали рассказов и притч и вместе обсуждали поступки действующих лиц. Из таких историй складывается наша жизнь, только мы не всегда это замечаем. В начале XX века один шотландский фермер возвращался домой и проходил мимо болотистой местности. Вдруг он услышал крики о помощи. Фермер бросился на помощь и увидел мальчика, которого засасывала в свои жуткие бездны болотная жижа. Мальчик пытался выкарабкаться из страшной массы болотной трясины, но каждое его движение приговаривало его к скорой гибели. Мальчик кричал от отчаяния и страха. Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул спасательную ветку утопающему. Мальчик выбрался на безопасное место. Его пробивала дрожь. Он долго не мог унять слезы. Но главное, он был спасен. «Пойдем ко мне в дом», – предложил ему фермер. «Тебе надо успокоиться, высушиться и согреться». «Нет-нет», – мальчик покачал головой. «Меня папа ждет. Он очень волнуется, наверное». С благодарностью посмотрев в глаза своему спасителю, мальчик убежал. Утром фермер увидел, что к его дому подъехала богатая карета, запряженная роскошными породистыми скакунами. Из кареты вышел богато одетый джентльмен и спросил: «Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?» «Да, я», – ответил фермер. «Сколько я вам должен?» «Не обижайте меня, господин, вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был поступить нормальный человек». «Нет, я не могу оставить это просто так, потому что мой сын мне очень дорог». «Назовите любую сумму», – настаивал посетитель. «Я больше ничего не хочу говорить на эту тему. До свидания». Фермер повернулся, чтобы уйти. И тут на крыльцо выскочил его сынишка. «Это ваш сын?» – спросил богатый гость. «Да», – с гордостью ответил фермер, поглаживая мальчика по головке. «Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу его образование. Если он так же благороден, как и его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении». Прошло несколько лет. Сын фермера закончил школу, потом медицинский университет, и вскоре его имя стало всемирно известно
как имя человека, открывшего пенициллин. Его звали Александр Флеминг. Перед самой войной в одну из богатых лондонских клиник поступил с тяжелейшей формой воспаления легких сын того самого джентльмена. Как вы думаете, что спасло его жизнь в этот раз? Согласно легенде, это был пенициллин. Имя богатого джентльмена, давшего образование Флемингу, было Рандольф Черчилль, а его сына звали Уинстон Черчилль, который впоследствии стал премьер-министром Англии. Уинстон Черчилль как-то сказал: «Сделанное тобой к тебе же и вернется». Но не все в это верят, пока, как говорится, жареный петух не клюнет. Как вы думаете, что самое главное должно быть воспитано с детства в человеке? На что обратить внимание в первую очередь? Можно ли воспитать каждого ученика, воспитывая весь класс сразу? Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. А я думаю, самое главное – это добро. Добро должно быть в каждом человеке. Каждый из нас чувствует добро и доброе отношение к себе, если это есть. А если этого нет, то очень трудно жить. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо, услышавшего